Пермь и Туапсе продолжают гореть. Это, конечно, главная тема сейчас. И сегодня надо обратить внимание на реакцию не Путина, о ней мы уже говорили, а губернаторов. Начиная с 2020 года, с ковидных ограничений, региональные руководители – главный этаж российского государственного управления. У них толком нет ни полномочий, ни бюджетов. Они никем не избраны, зато на них сбросили всю ответственность. Карантин, прививочная кампания, обеспечение мобилизации, вербовка наемников. Именно губернаторы должны находить средства и возможности. Очень удобный формат государственного управления. Все решения принимаются Путиным, вся ответственность возложена на губернаторов. В приграничных областях даже вопросы обороны. Раньше губернаторский корпус с возложенными на себя обязанностями худо-бедно справлялся. Уходящий сейчас в отставку губернатор Белгородской области Гладков и вовсе стал национальной знаменитостью. Вел себя достаточно ответственно, по крайней мере, в части информирования граждан. В случае с Пермским и Краснодарским краями мы наблюдаем нечто совершенно иное. Оба губернатора либо пишут об атаке на один из промышленных объектов, либо вообще игнорируют происходящее и поздравляют граждан с праздником 1 мая. Не бессмысленным будет задать себе вопрос, а почему оба губернатора ведут себя так, как ведут? Ведь горящее небо – это не та новость, которую можно скрыть. Это же не дефицит бюджета, не инфляция, даже не потери на войне. Это беда, которую из окна видно. Сегодня это и обсудим. Прежде чем начнем, только напомню, если у вас тормозит ролик или, в принципе, плохо работает в России интернет, в описании вы найдете бесплатную инструкцию, как можно ускорить YouTube и справиться с блокировками. Там еще есть наш рейтинг VPN-сервисов. Мы каждый день все это проверяем и актуализируем. Спонсирует это все дело сервис M-Card, криптовалютная альтернатива зарубежным банковским картам. Мы их тестировали в Европе, все отлично работает. К чему ведет губернаторское молчание? Что и от кого ты пытаешься скрыть, поздравляя жителей с 1 маем, вместо того, чтобы бить тревогу? Все-таки базовый политический инстинкт должен подсказывать губернатору совершенно иное. Уж как минимум громко хлопать крыльями. Создать какой-нибудь оперативный штаб, переоборудовать пионер-лагерь областной в шелтер для людей из районов максимальной экологической угрозы, организовать раздачу масок и респираторов, превратить свой телеграм-канал в оперативную сводку, 10 раз в день проводить совещание в прямом эфире и какого-нибудь нерадивого чиновника с матюками уволить прямо на этом совещании. А какому-нибудь особо героическому пожарному прямо там квартиру подарить. Перечислять можно долго. Главное, что мы понимаем, в любом режиме в такой момент, будь то Швеция или Северная Корея, местная власть должна показывать, что она не сидит сложа руки. Должна хотя бы ритуальные действия совершать, что несложно и недорого, хотя бы чтобы показать, что она просто вместе с людьми в их беде. Почему любая власть в любом режиме, даже самом людоедском, будет так себя вести? А потому что хочет оставаться властью. Нет хуже удара по легитимности, чем исчезновение, чем попытка власти забиться под корягу прямо в момент большой катастрофы. Причем речь не про Путина. Путин где-то у себя на Валдае и охраняется 3 дивизиями ФСО. Речь про губернатора, про местную власть. Для нее такое поведение – это экзистенциальная угроза. Того и гляди, ты поздравляешь с 1 маем до локального мятежа. До того, что граждане просто тебя, дурака, вытащат из кабинета и посадят в нефтяную бадью, бросят в море и адью. Эпизоды, когда локальная власть получала по рогам за подобную оторванность от жизни, знает история даже сталинского СССР. В чрезвычайной ситуации переходить эту невидимую грань неимоверно опасно. Потому что губернатор говорит не с каким-то там абстрактным народом, который бог знает где, а с людьми, от которых его отделяет только дверь областной администрации. Так в чем же дело? Наверное, в том, что в системе, построенной на персоналии, персоналия эта не может утратить политическое и управленческое чутье в одиночку. Когда президент выпадает из контура государственного управления, когда явно теряет связь с тем, что происходит, такая же отстраненность распространяется по вертикали вниз. Если президент не понимает, что происходит, то и губернатор перестает понимать, что ему вообще надо делать. Единственный вариант, который подсказывает ему интуиция – не портить настроение начальнику. Начальник явно не то что не знает о ситуации, он даже не хочет знать. Необходимость ее комментировать явно портит ему настроение, а значит, нужно изо всех сил бороться с заголовками.
Если вам было интересно, как выглядит разложение государственного управления, то это оно и есть. Сейчас общим местом стало сравнение происходящего с Чернобыльской катастрофой. Сравнение это, мягко говоря, не в пользу текущего момента. Почему? Скажем после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Роскомнадзор поздравил Рунет с днем рождения в заблокированном им Телеграме и сделал карточки о том, как поддерживать цифровую безопасность. Правда, чтобы прочитать, что он там написал, нужно завести себе VPN. Причем желательно платный, чтобы картинки грузились. Подойдет, например, Дурев VPN. Он сейчас дает 3 дня бесплатного доступа, чтобы вы могли убедиться, что это сервис надежный, который действительно обходит белые списки и маскирует трафик так, что провайдеры не видят использования VPN. Благодаря этому звонки в мессенджерах проходят даже на парковке. Соединение остается стабильным, а файлы и фото в Telegram грузятся отлично. Устанавливается Дурев VPN буквально за пару минут. К одному аккаунту можно подключить множество устройств, смартфоны всех родственников, их ноутбуки и телевизор в придачу. Попробуйте Дурев VPN по ссылке в описании, чтобы не зависеть от ограничений и не терять доступ к привычным сервисам. Сейчас как раз удачный момент, чтобы подключиться. Помимо 3 бесплатных дней, доступна еще и скидка до 70% на все подписки. Скидка это временная, поэтому стоит поспешить. А с промокодом 25CATS добавится еще и 25% скидки. Ссылки все в описании. Спасибо, что смотрите рекламу. Это позволяет нашему каналу оставаться финансово независимым и говорить то, что мы хотим. Продолжаем. Мы говорили, что происходящее повальное самоустранение местных властей во время кризиса все чаще сравнивают с Чернобыльской катастрофой. Так вот, сравнение это совершенно не в пользу текущего момента. Да, тогда были растерянность и инстинктивное вранье. Тоже очень много было ресурсов потрачено на то, чтобы попытаться скрыть происходящее. Но, во-первых, тогда советская власть действительно имела дело с беспрецедентной в мировой истории катастрофой. Были причины недооценивать реальные масштабы последствий. Над Первомайским парадом в Киеве не висело черное небо, угроза была невидимой. Во-вторых, по нынешним меркам советская власть очень быстро взяла себя в руки и дальше действовала настолько адекватно, насколько это возможно. Советское государство тогда впечатляюще отработало. Эвакуировать город целиком и на ходу, изобретая невиданные технические решения, потушить и закупорить горящую ядерную станцию – это не фиг собачий. При всем головотяпстве первых дней дальше советское руководство продемонстрировало впечатляющий уровень государственного управления, централизации, согласованности и вообще всех благодетелей сильной власти. Сейчас же ситуация прямо противоположная. Власть, очевидно, сломалась на всех уровнях и просто ждет, что все само рассосется. С одной стороны, это привычная тактика – переждать и пересидеть. Опыт подсказывает нашему режиму, что время все лечит, что нет такой беды, которая через год не станет воспоминанием. С другой стороны, абсолютно очевидно, что для ситуации в Туапсе и Перми такая тактика, неадекватна. Нефть сама собой литься не перестанет. Украина не перестанет бить по российской энергетике. Скорее наоборот, наблюдая вот эту растерянность, явную неспособность разруливать ущерб, Украина будет бить чаще и больше. Потому что удары это уже не по кошельку Путина, а по его креслу. С каждым ударом вся некомпетентность ярче лезет наружу. С каждым ударом становится очевиднее, что не работает ничего. Что ума хватает только на то, как бы гражданам, попавшим в беду, интернет вырубить. Ведь нет ничего лучше, чем в период катастрофы остаться еще и без связи. Теперь Путин вынужден идти на беспрецедентное для себя унижение. Через Трампа уговаривать Зеленского разрешить проведение праздничных мероприятий к 9 мая у себя же в столице. За 4 года был пройден выдающийся путь от планов на парад Победы в Киеве до неспособности без разрешения Киева провести его в Москве. И это, опять же, видят все. Нельзя сделать вид, что этого нет. Нельзя сделать вид, что губернаторы не спрятались под кроватью от экологической катастрофы. Нельзя не заметить, как центральная власть настолько утратила контроль, что даже не может провести главный ритуал года. Как бы может, если американский президент надавит на украинского, а тот послушается. Российский президент в этой схеме как субъект вообще отсутствует. Он не актор, а проситель. Для украинской страны это все очень хорошо. Еще совсем недавно, когда предлагалось рождественское перемирие, например, Кремль высокомерно отвечал, что ему ничего такого не нужно. А сейчас все запутались в собственных ногах.
Сейчас, опять же, единственный план по защите Москвы – отключить к чертовой матери вообще всю связь в столице, как минимум на 3 дня. И даже отключив всю связь на 3 дня, в 15-миллионном городе нет уверенности, что мероприятие с 3 сотнями гостей на 40 минут получится провести без разрешения Зеленского. Будет ли Украина с такими выдающимися экономическими и политическими эффектами продолжать долбить по российской территории? Будет ли и дальше выщелкивать нефтяную, логистическую, промышленную инфраструктуру? Вопрос, конечно, чисто риторический. Будет и еще как. А значит, будет больше не только катастроф, но государственной дисфункции. Больше людей, больше регионов обнаружат, что они брошены. Что государства просто нет. Может быть, как-то иначе. Непонятно, почему и с чего должно быть. Все более дальнобойные удары Украины по России – это не новость. Да, раньше так далеко, как до Перми, и с настолько тяжелыми последствиями не долетало. Но долетало уже много куда. Приграничные области живут с бесконечной воздушной тревогой. Если бы вертикаль управления, начиная с губернаторов и заканчивая федеральной властью, могла адаптироваться к происходящему, если бы могла построить адекватную систему оповещения, убежищ, эвакуации, компенсации, то это уже было бы сделано. Но, видимо, расчет был на что-то иное. На то, что вот сейчас мы, значит, на фронте передавим. Вот сейчас украинская государственность возьмет и развалится. Вот сейчас без помощи там все в Украине загнется. И проблема решится сама собой. Надежды эти, мягко говоря, непонятно на чем были основаны. Разве что на искренней вере в то, что Украина государство несостоятельное. Просто прокси-сила США. Поверили в то, что говорили в собственном же телевизоре. В США, мол, начальство сменилось, а значит, удары по российской территории прекратятся. Вместе с сопротивлением на фронте. Ожидания эти оказались настолько же разумными, как план захватить 40-миллионную страну силами 200-тысячной армии, просто отправив ее наступать безо всякого плана, что делать, если не получится. Сейчас тоже явно нет никакого плана. План был, что Трамп проблему порешает, выиграет за них войну. Но не состоялся. Дальше просто получаем по мордасам и даем гражданам понять, что никакого государства в их жизни нет. Ну то есть как нет? Государство есть, когда нужно докопаться. Когда нужно прийти за всем на свете. За телеграммом, за переводами на карту, за студентами, чтобы на фронт их забрить. Но государства нет ни в одном случае, когда оно должно служить и защищать. Все государственные служащие смотрят друг на друга, смотрят на президента, смотрят на челюсти чекистов, готовые чуть что сомкнуться на их шее, и приходят к выводу, что самый лучший выход – это ничего не делать, никак не проявлять инициативу. Потому что руководящих указаний сверху нет, а низовая самодеятельность, какая-то собственная политика – это верный путь уехать в СИЗО. Вывод тут очень простой, и такой же простой урок на будущее всем диктаторам. Если ты построил систему на страхе, если стоит она на том, что все и на всех уровнях умеют только отгребать от себя ответственность и чуть что прятаться, будь то мятеж Пригожина или горящее небо, то не надо проверять такую систему на прочность. Вот пока она худо-бедно стоит, пусть и стоит. Лучше рядом не дышать даже. Не надо развязывать войну, потому что понты есть, а прочности нет. До завтра.